Друзья, внимание! С 1 апреля 2026 года для украинцев в странах Европы вступают в силу новые правила, которые могут кардинально изменить ваши планы на жизнь, работу и путешествия. Это не просто бюрократия. Для кого-то это возможность, а для кого-то ловушка. Если вы не будете подготовлены заранее. Если вы собираетесь оставаться жить, учиться, работать или только собираетесь переезжать в ЕС, важно понимать, что меняется в Чехии, Польше, Германии, Франции и что нужно знать про новый электронный разрешительный механизм ETIAS. В этом видео мы разберем все детали, чтобы вы точно знали, какие шаги предпринять и чего избегать. Подпишитесь, чтобы не пропустить самое важное. Первое, на что стоит обратить внимание, это Чехия. С 1 по 30 апреля 2026 года открывается прием заявок на переход к долгосрочному разрешению на проживание сроком на 5 лет по программе Lex Ukraine. Важно понимать, что это не автоматическое оформление. Подать заявку нужно самостоятельно через портал Министерства внутренних дел Чехии. Право на участие имеют только украинцы, которые уже имеют временную защиту и проживают в Чехии непрерывно более 2 лет. Также нужно соответствовать требованиям финансовой самостоятельности или подпадать под гуманитарное исключение. Среди необходимых документов должно быть подтверждение беспрерывного пребывания, справки о доходах, медицинские документы, если есть основания для гуманитарного исключения, а также доказательства интеграции, то есть участие в языковых курсах, трудовая занятость и социальные связи. Мой личный совет: не пытайтесь сделать это самостоятельно, если вы что-то не знаете и если сомневаетесь в своих документах. Обратитесь в УВКБ ООН или местное НУО. Они помогут правильно оформить и собрать пакет документов и не потерять шанс. В Польше с 1 апреля стартует механизм перехода со статуса Песель-Укр на карту побыту Си-Укр сроком на 3 года. Главное условие: беспрерывный статус УКР не менее 365 дней, наличие этого статуса на 4 июня 2025 года и на момент подачи заявки. Подать заявку нужно только онлайн через портал МОЗ. Если есть сомнения по поводу беспрерывности статуса, нужно проверять через ОПС или организации Caritas Polska или Польская акция Гуманитарна. Обратите внимание, что если нарушить срок подачи, это может привести к потере права на карту побыту, и восстановить ее будет гораздо сложнее. Мы советуем заранее проверять все документы, особенно справки о доходах и месте проживания, чтобы избежать отказа. Теперь переходим к Германии. С марта 2026 года действует новое правило. Если у вас уже есть временная защита в другой стране ЕС, получить ее повторно в Германии больше нельзя. Иными словами, если вы зарегистрированы, например, в Польше или Чехии и планируете переезд, автоматически оформить защиту по параграфу 24 не получится. Сначала нужно официально прекратить статус в той стране, где вы его получили. Для тех, кто уже находится в Германии, разрешения по параграфу 24 продлены до 4 марта 2027 года. Это дает время подготовить документы для перехода на другие формы легализации. Гуманитарные статусы по параграфу 25.4, 25.5 и параграфу 25б. Не откладывайте проверку документов и планирование перехода на другой статус. Несоблюдение правил может привести к проблемам с легализацией, ограничению доступа к работе и социальным выплатам. Теперь важная тема для путешествий. ETIAS. С 2026 года планируется запуск системы ETIAS, электронного разрешения для граждан третьих стран, которые пользуются безвизовыми поездками в ЕС. Главные детали – это стоимость 7 евро для лиц от 18 до 70 лет, а дети и пенсионеры освобождены. Полноценный запуск запланирован на 4-й квартал 2026 года. Для украинцев, которые без статуса
временной защиты, оформление ETIAS станет обязательным. Но система не распространяется на тех, кто уже имеет временный защитный статус или вид на жительство в ЕС. Поэтому важно заранее понять, нужно ли вам оформлять этот электронный документ или вы продолжаете пользоваться существующими легальными разрешениями. Если вы думаете о путешествиях и переездах, ETIAS это новый барьер, который легко преодолеть, но только при правильной подготовке. Далее изменения во Франции. Здесь временный защитный статус не продлевается автоматически. Чтобы сохранить его, нужно лично обратиться в префектуру примерно за 3 недели до окончания разрешения. Пропуск срока может привести к потере легального статуса и серьезно осложнить дальнейшее оформление документов. Проверьте дату завершения вашего разрешения уже сейчас. Запишитесь на прием в префектуру заранее и убедитесь, что все документы в порядке. Каждое государство вводит свои нюансы, и несоблюдение одного из них может разрушить ваши планы. Практические рекомендации для украинцев до 31 марта 2026 года. Проверьте страну пребывания и тип временной защиты. Автоматическое продление или личное обращение. В Чехии подготовьтесь к регистрации по программе Lex Ukraine. В Польше нужно уточнить беспрерывность статуса Песель-Укр и подготовить документы для портала МОЗ. Во Франции проверить дату окончания разрешения и записаться в префектуру. В Германии при наличии временной защиты в нескольких странах обратиться к юристу. Используйте бесплатные консультации по миграции в вашем городе. Они есть везде, если нет, ищите поблизости. Не откладывайте это, так как именно это поможет избежать ошибок. Каждая ошибка или задержка в документах может стоить вам легального пребывания, права на работу или социальных выплат. Это не просто бюрократия, это ваша безопасность и будущее в Европе. Итак, с 1 апреля 2026 года начинаются важные изменения для украинцев в ЕС. Чехия открывает 5-летнее разрешение на пребывание. Польша – новые карты побыту. Германия ограничивает повторный временный защитный статус. Франция требует личного продления, а ETIAS вводит электронный контроль, вернее введет. Не откладывайте проверку документов и подготовку заявок. Каждое государство имеет свои правила. И ваша задача быть к ним готовыми. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить свежие обновления по миграции, жизни, правах и законах в Европе. Сохраняйте это видео, чтобы использовать как чек-лист и делитесь ним со своими друзьями. Возможно, им эта информация будет очень полезна. Потому что кто предупрежден, тот защищен. Всем добра. Пока. He's making up lies, gotta listen to him all the time.